Всем привет! Вы на канале Даша Техник. И сегодня я хочу вам рассказать про очень необычную машину, которую я увидела на Поклонной горе на выставке трофейной техники. Это машина М1150. Это такая инженерная машина, которая очень похожа на танк, и при этом не танк. Оружия у нее нет, так что давайте поподробнее узнаем, что это за экспонат. Итак, поехали. По сообщениям СМИ, включая такой информированный и авторитетный источник, как Forbes, в числе бронетехники, потерянной войсками киевского режима под Авдеевкой в феврале 2023 года, оказалась и бронированная инженерная машина разграждения М1150 на базе основного танка М1 Абрамс, переданная из США. И давайте рассмотрим этот образец поподробней, исходя из его назначения, а также и особенностей ее конструкции. Начало разработки семейства инженерных машин на базе танка М1 Абрамс было инициировано в ходе подготовки к операции «Буря в пустыне» в 1991 году. В ходе этой операции обширные минные поля, выставленные иракскими войсками, существенно ограничивали маневр и оперативную подвижность американских войск. Имеющиеся в сухопутных войсках и соединенных корпусах морской пехоты инженерные машины на базе танка М60 далеко не в полной мере соответствовали тогдашним требованиям. Кроме того, их эксплуатация совместно с танками М1 вызывала определенные сложности. И в рамках создания инженерной машины разграждения нового типа первоначально ставка делалась на дистанционно управляемые машины на базе танка М60 и на базе танка М1. Для дистанционного управления использовалась телевизионная аппаратура компании Omnitech, обеспечивающая уверенное управление на дальности до 800 метров. В общей сложности построили 6 образцов М1 Panther-1. Официально их не приняли на вооружение, но передали в опытную эксплуатацию. Летом 2002 года две машины поступили в 54-й инженерный батальон сухопутных войск США, дислоцированный в районе города Бамберг в Германии. Весной 2003-го в рамках операции международной коалиции в Ираке батальоны направили в район боевых действий. Машины находились в эксплуатации до конца иракской кампании, а затем были выведены из боевого состава. Давней проблемой сухопутных войск США являлось отсутствие бронированной инженерной машины разграждения. В начале 90-х это привело к созданию еще одного образца на базе танка М1 Абрамс, получившего обозначение «Гризли». Первые образцы оказались в войсках в 1995 году. С целью проведения испытаний и отработки конструкции изготовили два опытных образца. Для оснащения инженерных подразделений сухопутных войск предполагалось закупить 366 единиц. Однако по ряду причин, среди которых называлось перераспределение ресурсов на более актуальные нужды, а также высокая стоимость машины, программу закрыли в 2001 году. И в итоге после 10 лет опытно-конструкторских работ сухопутные войска и морская пехота США остались без инженерной машины разграждения. В этой ситуации корпус морской пехоты США продолжил самостоятельные попытки получить подобный образец, инициировав в 2002 году разработку более простой машины штурмового прорыва. Разработка заняла несколько лет, и в 2008 году машину приняли на вооружение под обозначением М1150. Всего в морскую пехоту поставили 52 единицы, а в сухопутные войска 187 М1150, выполненных на базе основного танка М1А1 Абрамс. Для постройки серийных машин использовались танки, находившиеся на хранении и направляющиеся на капитальный ремонт. Башню с вооружением, боеукладку и ряд других систем демонтировали, а сверху на корпусе установили массированную поворотную броневую рубку. В лобовой части основное бронирование рубки усилили дополнительной броневой плитой. Лоб и борта рубки несут элементы динамической защиты, а в передней части рубки находится рабочее место командира машины с органами управления, оборудованиями и системами средствами связи и наблюдения. Кормовую часть рубки занимает отсек системы дистанционного разминирования. Она включает пусковую установку, на которой размещается 127 мм ракета и уложенный в ящик удлиненный заряд для разминирования, состоящий из небольших блоков взрывчатого вещества общей длиной в 107 метров. На М1150 размещаются две такие установки, слева и справа в кормовом отсеке поворотной рубки. Каждый такой отсек закрывается крышкой, к которой изнутри крепится пусковая установка 127 мм ракеты. С бортов отсеки прикрыты двумя откидывающимися вперед крышками, через которые производится замена контейнеров УЗР. У хорошо подготовленного экипажа на эту операцию уходит несколько минут, но только при наличии необходимого оборудования. В его состав в обязательном порядке должна входить крановая стрела,
Обычно перезаряжание обеспечивается грузовым автомобилем М985 с крановой установкой. Основной рабочий орган для разминирования – это ножевой противоминный трал. В 2019 году Управление закупок сухопутных войск США разместило заказ на проведение работ по обеспечению взаимодействия машин М1150 с беспилотными летательными аппаратами. Последнее предполагается использовать для решения двух основных задач – постановки помех для подавления сигналов, обеспечивающих подрыв дистанционно управляемых взрывных устройств, и ведения разведки путей движения и позиций противника. Сообщалось об отработке концепции беспилотной машины разминирования с дистанционным управлением. Общая масса полностью снаряженной М1150 составляет 58 тонн, а первый случай боевого применения М1150 был отмечен 3 декабря 2009 года, и к этому времени в составе американского контингента в Афганистане имелось уже 5 таких машин. Тогда машины М1150 корпуса морской пехоты использовались по прямому назначению для проделывания безопасных проходов для движения войск. В дальнейшем они выполняли весь спектр возложенных на них задач, включая обустройство путей движения колонн, засыпку рвов и разрушение укреплений противника. Поскольку противник использовал дистанционно управляемые взрывные устройства, на М1150 установили систему Дюк, предназначенную для подавления сигналов, которые приводят в действие дистанционные взрыватели. В сухопутных войсках США М1150 входит в состав взводов инженерных машин, инженерных рот, танковых бригад. Взвод включает по одному отделению инженерной разведки, инженерной техники и оборудования землеройных машин и 2 отделения разграждения. Именно последние имеют на вооружении машины М1150. Каждое отделение насчитывает 7 человек. 3 инженерные машины разграждения и автомобиль М985 с крановой установкой для перезаряжания системы удлиненных зарядов разминирования М985. И вот в рамках военной помощи США Украине несколько таких машин передали сухопутным войскам вооруженных сил Украины. В дальнейшем в районе Авдеевки была уничтожена М1150, и она не имела навесного оборудования и устройства разминирования. Ее предполагалось использовать в качестве эвакуационной машины. И в свете появления М1150 в районе Авдеевки стоит отметить ряд моментов. И, судя по всему, командование ВСУ и западные партнеры сделали выводы из опыта так называемого контрнаступления лета 2023 года, когда установленные российскими войсками глубокие минно-взрывные заграждения задержали атаку украинских механизированных частей и подразделений. Последний пакет помощи Киеву резко увеличена доля средств преодоления минно-взрывных заграждений, включая такие тяжелые машины, как М1150. А украинское командование, опасаясь попыток развития контрнаступления российскими войсками на Авдеевском направлении, вело в бой танки М1А1 «Абрамс» и инженерные машины М1150, входившие в состав 47-й бригады ВСУ. По всей видимости, последние предполагалось использовать в том числе и как средство эвакуации поврежденных танков «Абрамс» и прочей техники, в первую очередь танков ИСАУ, благодаря наличию мощного двигателя и достаточно высокому уровню защищенности. Кроме того, эти машины планируется задействовать и как средство противодействия российским попыткам выставления минных полей, в том числе и с использованием систем дистанционного минирования, препятствующих отходу личного состава и техники ВСУ на новые позиции, а также переброски резервов. И возможно предположить даже тот факт, что нахождение в Авдеевке такой техники связано с имеющимися планами использовать этот населенный пункт как один из возможных опорных пунктов для нового наступления ВСУ. И вот такой рассказ у меня получился о такой необычной американской технике. Если вам нравится видео, то не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. А поддержать вы можете меня через сервис Boosty. Ссылочка будет в описании, так что до новых встреч. Пока-пока.